Приветствую! Взамен комплектного с мойкой смесителя ТК цвета, кажется, топаз, исправно отработавшего более 12 лет, я приобрел в моем городе новый смеситель, конкретно на кухонную мойку компании Polmark. Модель под названием Holstein HO212063BE. Литеры после тире обозначают бежевый цвет. Смеситель поставляется в коробке с габаритами 395 на 255 и толщиной 55 мм из плотного картона, на которой представлены бренд, 5-летняя гарантия и проиллюстрирован товар. Смеситель для кухни Holstein разработан и произведен по заказу российской торговой марки Polmark. Знаете, я уже распаковываю не первый смеситель, все обзоры на них есть на канале, и у меня такое чувство, что меня обокрали. При цене этого смесителя в $125 США в комплекте отсутствует фирменный пластиковый пакет для переноски этой коробки. Даже на таком экономят. В комплекте чек и гарантийный талон местного магазина Aqua Business. Далее гарантийный талон изготовителя, в котором помимо 5-летнего гарантийного срока указано, что в смесителе Polmark используются металлы и материалы, соответствующие мировым и российским стандартам и пригодные для использования с питьевой водой. Продукция производится по каким-то немецким технологиям, которыми щедро поделились германские бюргеры. В брендированный фланелевый мешок на шнурке уложен смеситель. В дальнейшем можно хранить в нем, например, обувь. Смеситель имеет универсальный дизайн с высоким поворотным изливом. Предприятие предлагает порядка дюжины расцветок, конкретно смеситель бежевого цвета, действительно такого цвета, с оранжевыми крапинками. Этот смеситель с одним рычагом для регулировки потока воды и ее переключения с помощью керамического картриджа. Регулируется легко даже одним пальцем. На ручке регулировки нанесено название бренда, а сверху имеются отметки цветными капельками холодной и горячей воды. В отличие от иллюстрации на сайте предприятия, в моем не хромированный колпачок, куда вкладывается аэратор, а цвет самого смесителя. И отсюда видно, что излив и, вероятно, весь корпус смесителя изготовлены из стали. Аэратор обычный пластиковый. В отдельном отсеке коробки в комплекте уложены две гибкие универсальные подводки длиной по 40 см в капроновой оплетке. Оба штуцера у них одинаковой длины, а гайки имеют внутренний диаметр около 20 мм. Далее смеситель фиксируется к умывальнику с помощью вкручивающегося в его корпус снизу, опять же, стального цилиндра, и на него накручивается зажимной пластиковый цилиндр через два резиновых и одно пластиковое кольцо. Вот таким вот образом. В отдельном пакете запасной аэратор и ключ для снятия ручки на смесителе. Заглянем внутрь смесителя. Удалив хромированную заглушку, слегка отвинчиваю винт комплектным ключом. Освобождаю ручку на картридже. Под ней нужно выкрутить вот такой колпак, который имеет внутри 4 уса, за которым можно зацепиться, например, не знаю, плоскогубцами. И вывинчиваем его. Он сверху прижимает керамический картридж. Внутри установлен фирменный керамический картридж Polmark, производства октябрь 2025 года, диаметром 35 мм. Здесь из латуни изготовлена только вот эта камера, куда устанавливается картридж для переключения и смешивания воды, которая вставлена внутрь корпуса, целиком изготовленного из стали и окрашенного в определенный цвет. Как-то не увязывается у меня немецкое качество с заусенцами внутри вот этой полости и облоем на вот этом пластиковом зажимном цилиндре. Не покидая чувство, что меня обманули. Ладно, собираю обратно. Установил, подключил к водопроводу, теперь можно пользоваться. Взамен ранее установленных переходников для удобства обслуживания смесителя и сифона установил два шаровых крана на холодную и горячую воду. И приобрел пару гибкой подводки большей длины, так как комплектная подводка оказалась в моем случае короткой.
Далее в паз на латунном основании смесителя вложил тонкое резиновое колечко из комплекта. Оно служит изолятором между смесителем и мойкой. А под мойкой на стальной цилиндр с резьбой надел сначала широкое резиновое кольцо, затем пластиковое, и уже оно прижимается к мойке пластиковой гайкой в виде черного цилиндра. Теперь о плюсах и минусах покупки. С цветом смесителя, в общем-то, угадал, хотя совпадение цвета здесь не с мойкой, а со столешницей. Смеситель такого цвета топаз я в моем городе не нашел. Ссылка на этот товар под видеороликом. Зная цены на смесители на рынке, при его, скажу так, обычном качестве и обычной комплектации, его стоимость высокая. Целиком смеситель изготовлен из стали, только его малая часть из цветного металла. Хотя на некоторых сайтах указано без уточнения, что смеситель из латуни. Если бы я не искал смеситель в цвет кухонной мойки, купил бы модель дешевле. Это минус. Прошлый мой смеситель Teko при сопоставимой цене гораздо качественнее и функциональнее. Но спасибо за мешок. Излив у него высокий, это плюс. Полная высота смесителя 370 мм. У меня мойка глубиной 19 см и полная высота от аэратора до дна мойки 45 см, что позволяет мыть габаритную посуду. Такой высоты изгиба достаточно, чтобы залить воду в кувшин. Кстати, аэратор направляет поток воды под небольшим углом вперед, а не строго вниз. Учитывайте этот момент. Излив вращается на все 360 градусов. Понятно, что со временем сотрутся имеющиеся у его основания резиновые уплотнительные кольца, но я установил излив так, что поток воды бьет в центр мойки и больше его не вращаю. И так удобно. Прошлый смеситель Teko был низкий и приходилось часто менять его положение, что добавляет плюс к этому смесителю. Я закрепил смеситель так, что рычаг управления под левую руку. По умолчанию он направлен вверх. При его наклоне сразу подключается холодная вода. И действительно, переключать воду легко и одним пальцем. И снова плюс. Все современные смесители с картриджем достаточно шумные. При небольшом потоке воды можно расслышать даже металлический звук. Но этот недостаток относится ко всем подобным смесителям. Этот смеситель нормальный, но обычного качества. Кстати, у продавца есть и мойки в цвет смесителей. На этом буду заканчивать. Всем приятного дня и пока!